От кого произошли французы? Изысканные манеры, тонкие ценители вкусной еды и женщин. Казалось, мы знаем о французах почти все. Но в реальной жизни даже типично французская внешность может варьироваться от жгучих брюнетов до пепельных блондинов, как, например, Луи де Фюнес и Пьер Ришар. При этом оба будут коренными жителями Франции. Это показывает, что этнический коктейль французов крайне разнообразен. Посмотрим, какое происхождение имеет этот сравнительно молодой народ Европы. Древняя Франция. Первым населением современной Франции были неиндоевропейские племена лигуров, аквитанов и басков. Задолго до того, как кочевники степей Евразии, индоевропейцы освоили колесо и приручили лошадь, племена этих невысоких, смуглых людей заселили юг Франции. Они были немногочисленными, миролюбивыми земледельцами, поэтому их судьба была незавидной. С востока шли нескончаемые вереницы повозок, то были племена, названий которых мы уже никогда не узнаем, но это были предки италиков, кельтов и венетов, которые прибыли на территорию нынешней Швейцарии, чтобы оттуда разойтись в разные стороны, и чаще всего они занимали новые земли силовым путем. На юг, за Альпы, ушли будущие римляне и вскоре забыли общее происхождение с прочими. Венеты остались у Адриатики, став иллирийцами и основав одноименный город Венецию, чтобы затем слиться с италиками в рамках Римской империи, а вот кельтов звало заходящее солнце. Огромными клиниями, в сотни воинов и десятки кланов, кельтские воины вторгались в еще лесистую тогда Францию и истребляли коренное население. Что могли противопоставить жестоким завоевателям аборигены? Только бегство. У них не было длинных мечей, колесниц, огромных щитов и невероятной свирепости кельтов. Скорее всего, имел место настоящий геноцид. Аборигены Франции уцелели лишь на крайнем юге, так и оставшись племенем лигуров и в горах Пиреней, где баски и иберы смогли дать отпор кельтам и ассимилировать большую их часть. Вскоре вся Франция стала кельтской, ее назвали Галлией, в честь второго названия кельтов – галлы, которое имеет явные индоевропейские корни, означающие подвижный, неспокойный, движущийся. Например, современное слово «валун» имеет то же происхождение. Были случаи и слияния, так в Испании кельты не смогли или не захотели стать гегемонами и предпочли союз с местными жителями, став кельтиберами, где под этим именем их уже обнаружили греческие и римские колонисты. Обосновавшись в современной Франции, кельты наладили там бурную экономическую жизнь. Повсюду закипели рытье шахт в горах, вырубка лесов для массы новых городков, на побережье строились большие гальские корабли для торговли. Отдельные кланы кельтов невероятно разбогатели на торговле между Римом, Грецией, бритами и балтами, выступая посредниками. Начался долгий период, когда будущую страну прекрасных вин населяла исключительно своеобразная цивилизация кельтов. Их язык настолько отошел от индоевропейского, что его долго не могли признать родственным прочим. Долгие споры лингвистов, из которых даже специалисты не всегда видели индоевропейскую основу, чудовищно измененных слов, пришли все же к признанию кельтов индоевропейцами, что безусловная истина. Кельты преобразили страну. По лугам Галлии были разбросаны сотни крупных поселков, где жили рослые, часто рыжеволосые люди. У них был живой, но вспыльчивый характер. Они были неустрашимы в бою, но также легко теряли надежду, если дела складывались неудачно. Они чуть отставали от Рима, но имели все шансы стать на его место. Если история повернулась чуть иначе, тогда вместо Римской империи мы бы вполне могли увидеть кельтскую Европу. Страбон пишет: они стараются не разжиреть и не стать толстобрюхими, и юноша, который превышает по размерам норму меру пояса, подвергается наказанию. Гальское оружие соответствует их большому росту. Диодор Сицилийский говорит: внешность у галлов устрашающая, голос громкий и очень грубый. О кельтских женщинах он пишет: женщины у галлов не только почти равны мужчинам ростом, но и могут соперничать с ними в силе. Вооруженные огромными щитами, длинными мечами, в шлемах с крыльями, рогами и рыбами, эти воины несколько веков
были самыми сильными в регионе и угрожали уничтожить сам Рим. Барды слагали песни о самых успешных вождях, а в священных рощах жрецы-друиды в белых одеждах совершали свои таинства. Это был мир языческой Европы, кельтского мира, который раскинулся от Британии до Белоруссии, куда также добралось кельтское племя бастарнов. Рим растоптал его. Цезарь вторгся в Галлию малыми силами, стравливал племена между собой, якобы помогая слабым племенам против сильных, а затем уничтожал победителя, делая слабого своим вассалом навсегда. На завоеванных землях проводилась активная романизация, и скоро быть кельтом стало позорно и стыдно. Дети кельтов, воспитанные в Риме, стыдились своих отцов, своего варварского происхождения и предпочитали оставить страну предков в пользу римской службы. Кельты забыли свою культуру и влились в Римскую империю. Прочие же, уступая римской экспансии, отправились на восток и юг, где еще была свобода. Одновременно с давлением Рима кельты появляются в Чехии, Бое, в Турции, Галаты, даже на берегах Днепра, бастарны. Видимо, не всем было по нраву жить под римской пятой. Мигранты принесли с собой множество новшеств в сфере кузнечного дела, войны и костюма, но вскоре они растворились без следа. Германская Галлия. Воинственное племя белгов, смесь кельтов и германцев, долго сопротивлялось Риму, там, где сейчас расположена Бельгия. Рим побеждал, укреплялся, откатывался назад, а белги все еще бунтовали. Это стало символом того, чья стратегия более выигрышна: кельтов, предпочитавших уйти от Рима на восток и юг, или германцев, которые решили сопротивляться на своих землях. Дряхлый Рим, чей трон занимали бесконечные сладострастные безумцы, наконец разложился настолько, что начал снимать легиона для охраны самой Италии, освобождая земли империи варварам. Галлия стала самой населенной провинцией империи, где жили потомки кельтов и римлян, смешавшиеся между собой, остатки вторгшихся готов, алан и гуннов, вандалов и свеев, торговцы из Иудеи и Сирии и даже потомки лигуров и басков на юге. На севере Германии, после краха Рима, сложился союз племен, назвавших себя франками, свободными, и их военная мощь сокрушала даже самые стойкие армии соседей. На восток Франции вторглись бургунды из своих туманных болот нынешней Польши, а с юга на них напирали визиготы, племя, прошедшее из Скандинавии и России в Испанию. Галлию делили между собой германцы, а римляне и бывшие кельты стали просто населением, которое переходило из рук в руки. Вскоре франки заняли север, восток остался за бургундами, юг периодически занимали визиготы, а затем и остроготы, и примкнувшие к ним аланы, пока, наконец, франки не вытеснили всех. Вождь франков, Хлодвиг, оформил Галлию, как цельное королевство франков, Францию. Крайне воинственные, но немногочисленные германцы стали военной элитой, которая правила миллионами романизированных кельтов, перенимая их язык. И хотя поселение норманнов на севере Франции еще добавило германской крови, язык франков стал причудливой смесью вульгарной латыни, сложной грамматики кельтов и германских заимствований. Франция в Средневековье и Новом времени. Эпоха крестовых походов возложила именно на Францию основное их бремя. Французские рыцари составляли до половины всех участников. В поход уходили даже простые крестьяне, и потери, которые они несли, оказались невосполнимыми. Германский элемент у франков таял и заменялся южноевропейским, от гальского населения и даже от доиндоевропейских народов, которые стали предками для корсиканцев и гасконцев. Соответственно, менялся язык, все более сближаясь с южноевропейскими. Значительное вливание арабской и семитской крови произошло во время реконкисты, где благодаря соседству с мусульманской Испанией французы имели торговые и дипломатические контакты с еврейскими купцами и мусульманскими наемниками и торговцами. Колониальная эпоха также обогатила французов, выходцами из Африки и Юго-Восточной Азии. Впрочем, на самих этих территориях доля людей, рожденных от браков французских мужчин и местных женщин, может вообще доминировать, как было, например, на Мадагаскаре.
Однако доля населения из Северной Африки более всего возрастала уже в 20 веке, во время периода извинений за колониализм, тем не менее. Несмотря на широкое мнение о засилье африканцев в стране, их доля не превышает 10% от населения, что сравнимо с долей среднеазиатских рабочих в России к основному населению. Поэтому современный француз — это и жгучий брюнет из Корсики или Гаскони, и араб из Марселя или кабил из окраин Парижа, и бледный блондин из Нормандии или Страсбурга, и огромного роста брюнет с орлиным носом, как выходец с Балкан, а чаще всего метис между всеми типами. Средний француз имеет светлые глаза, но темные волосы, средний рост, редко склонен к полноте, имеет живой, порывистый, но при этом сентиментальный характер. Современные французы очень ярко делятся на региональные группы. Гасконцы, бретонцы, лотарингцы и прочие считают себя потомками как галло-римлян, так и германцев. Антропологи также выделяют несколько типов французов, которые явно восходят как к германским, так и южноевропейским типам и даже к более древнему населению Европы. Это смешанный народ, имеющий общий язык и самосознание, но это скорее заслуга сильной местной культуры, которая сумела сгладить явные этнические различия. Если вам понравилось видео, ставьте лайк и подписывайтесь на канал.